Всем привет, винтажники! Вы на канале Vintage Voyage, с вами я, Натали, и мы продолжаем обзор большого красивого лота с украшениями, который я приобрела на аукционе eBay в США. Это вторая часть видео с распаковкой. Если вы не смотрели первую часть, обязательно переходите по ссылочке на канал и смотрите первую часть с распаковкой. А мы сегодня будем обозревать огромное количество украшений, среди которых будет множество красивых экземпляров и, конечно же, то самое второе украшение, которое стало триггером к покупке. Не будем затягивать долгими вступлениями. Поехали! Давайте, наверное, смотреть первое украшение, которое лежит ко мне ближе всего. Это что-то очень красивое. Как красиво оно звучит. Длинное колье, сатуар. Посмотрите, насколько оно длинное. Здесь, наверное, метр точно есть. Это колье, что самое интересное, выполнено с бусинами из стекла. И очень красивые вставки с художественным стеклом. Посмотрите на это колье на манекене, насколько оно необыкновенное, яркое. Судя по, конечно, тому, как оно уже сидит на манекене, можно предположить, что его можно носить в несколько рядов. И, конечно, мы с вами здесь видим маркировку. Давайте посмотрим ее поближе. Курсивным написанием Кора. Такая маркировка характерна для 40-х и 50-х годов. Иногда встречаются украшения, которые промаркированы абсолютно разным способом. Например, на колье может присутствовать такая маркировка или на сережках, а на втором украшении из комплекта может присутствовать маркировка со знаком копирайта. Поэтому, не имея представления о том, как выглядит сет, конечно, слегка сложновато предполагать. А в целом, если подытожить, то, скорее всего, это где-то 50-е, 60-е годы. Очень красивые вот эти вставки. Также здесь есть бусины из такого стекла. Они также имеют свою фактуру. Видите, оно такое, как будто бы резное. Ну и в сочетании между собой, конечно, это очень красивое изделие. Летний, как по мне, вариант. Как видите, к белой одежде оно сочетается просто великолепно. И за счет своего такого цветового акцента также будет задавать тон всего наряда. И давайте смотреть следующее украшение. Это брошь с цветами в виде таких микро цветочков, каждый из которых покрыт эмалью и имеет свой кристаллик внутри. На некоторых листочках эмаль уже скололась, к сожалению, и центральный кристаллик немножечко потускнел. Мы видим достаточно сложную многоуровневую конструкцию. Видите, она как такой тортик сделана рядами. Все эти элементы скреплены между собой. Многолучевые ответвления, которые в центре где-то сходятся вон к одному общему шарниру. Такая конструкция очень характерна для изделий 60-х годов. Позволяла делать такие многоуровневые сложные композиции. Замочек здесь достаточно простой, рабочий. Внутренняя часть имеет брошировку, что может, кстати, свидетельствовать о причастности этой броши к какому-либо бренду, потому что обычно брошировка является некой такой негласной визитной карточкой какого-либо бренда. И мы с вами здесь видим след от того, что этой броши, наверное, был какой-то лепесточек. Сама по себе брошь красивая, это определенно 60-е годы. Такая многоуровневая, играющая. И за счет того, что здесь есть такие бусины граненые с фасетной огранкой, она так очень интересно играет со светом. А мы двигаемся дальше. У нас еще одна брошь. Опять на такую флоральную тематику. Это какая-то абстракция с листьями. Здесь есть маркировка. И эта маркировка говорит о том, что украшение относится к бренду Liz Claiborne. 80-е, 90-е годы. Вполне аккуратная, очень лаконичная. Ну, вот так оно смотрится в сочетании с белой одеждой. Красиво будет, мне кажется, смотреться на лацкане белого пиджака. Дальше у нас серьги. Это наборные серьги с бисера, серьги-клипсы черно-белого оттенка с, скорее всего, стеклянного бисера годов 70-х, 80-х. Вполне стандартная себе прижимная лапка,
в очень хорошей сохранности. И, конечно же, также это абсолютно летний вариант. Недавно совсем я показывала распаковку, где были бусы с такими же элементами, с таким же бисером. Давайте я их достану и покажу. Там многорядное колье из предыдущих распаковок. Очень красивое, оно мне так сильно понравилось. И вот как раз таки к нему практически в пару подошли еще и клипсы. Ну, правда, у нас здесь фурнитура золотого тона, клипсы имеют фурнитуру серебряного тона, но, думаю, это нисколечко не помешает носить их вместе. Вот такое интересное и, в принципе, красивое сочетание у меня уже получилось с разных наборов и разных сетов. Дальше я хочу с вами посмотреть на кулон. Такой интересный стеклянный кулон. Он внутри имеет объемную фактуру из разных цветов. Что-то, я бы сказала, такой эпохи Энди Уорхола. Красивая задняя спинка украшения. И что интересно, к этому кулону я вижу серьги. Вот такие миниатюрные, объемные, очень абстрактные, очень модерновые. Напишите в комментариях, любите ли вы такие украшения. Мне такие украшения всегда очень интересно разглядывать. Я вспоминаю сразу детство, когда мы играли с калейдоскопами и вот любили разглядывать всякие вот такие объемные штуки, запечатленные под стекло. Что думаете про этот комплект вы? Я пока про него вам уже сказала свое мнение. А мы смотрим с вами дальше. И дальше я вижу брошь. Красивая брошь с черненым металлом. Похоже под черненное серебро. Мы видим такую, опять-таки, объемную конструкцию, филигранную. В центре кристаллики. Кристаллики качественные, стекла, они очень красиво сияют, поэтому я, скорее всего, предположу, что это, конечно же, австрийские кристаллы от Сваровски. И давайте посмотрим на изнаночную спинку броши. И здесь мы с вами видим маркировку Анджело Траверса. Не знаю, как правильно, если кто-то знает, поправьте меня в комментариях. И обозначение того, что украшение относится к итальянскому дизайнеру. И немного напоминает стилистику украшений Мириам Хаскел. Вот своими такими ажурными, витыми, как кружево, элементами. А я про этого дизайнера не знаю ничего, поэтому сказать точно, к какому периоду он относится, не могу. Но, конечно, то, что украшение сделано в Италии и гордо об этом написано на большом металлическом теге с именем дизайнера, говорит о том, что это качественное изделие и вполне возможно редкое. Если говорить о периоде этой броши, то я бы отнесла ее опять-таки годам к 70-м. Напишите, как вам. Посмотрите, как ярко она играет на светлой одежде. Она определенно сделана для светлых оттенков тканей. Мне кажется, даже белых, потому что так она максимально контрастна. Смотрим, что еще тут есть. Кулон. Цепочка, кстати, здесь достаточно интересная. Она такого красивого золотого оттенка. Похоже на гальваническое покрытие золотом. Кулон у нас, конечно же, с камеей и кристалликами стекла по его периметру. Камея современная, это где-то также 70-е, по своему цвету имитируют как бы изделие из раковины, потому что, как вы помните из моего видео с разбором камей, где-то вот здесь вверху появится ссылочка на него, если вы не смотрели. Камеи из раковины чаще всего выполнялись на раковинах двух типов, у которых есть свое коммерческое название. Вот. И вот эта камея как раз таки интересно имитирует раковину, потому что у нее есть переход от такого насыщенного оранжевого к такому бледно-бежевому оттенку. Красивая цепочка. И вот это, кстати, задняя спинка по своему дизайну и вот такой характерной брошюровке напоминает мне очень сильно украшение бренда 1928. Надо этот момент проверить. Ну а если вы точно знаете на момент просмотра этого видео, к какому бренду относится брошюровка, также пишите в комментариях. Я с удовольствием их прочитаю, буду вам очень за них признательна и благодарна.
Ну и не отходя далеко от камеи, я вижу еще одно интересное украшение. Серьги бренда Sarah Coventry, относящиеся к New Old Stock, то есть они абсолютно новые и сохранились на своей оригинальной подложечке. Серьги-гвоздики, давайте на них посмотрим. Ой, не хочу портить нашу подложку. Она очень долгое время береглась в хорошем своем состоянии. Здесь также у нас есть маркировка на заглушке Sarah Coventry. Я, кстати, практически не встречала еще маркировок на заглушках именно этого бренда. Что ж, очень приятно, что так. Достаточно минималистичные серьги. Опять-таки годов 70-х, 80-х. Конечно же, получать украшения, которые такой огромный период времени пролежали и никогда не использовались, никогда не носились, сохранились в оригинальной упаковке, это всегда очень приятно. В принципе, также это может стать таким милым и красивым сетом. Давайте посмотрим на брошь. Опять-таки с камеей. Я думаю, что владелец этого лота, владелица, покупала большую часть украшений в период с 50-х по 80-е годы. Потому что вот эта камея брошь также прекрасный пример уже более современных камей 70-х годов. Выпуклая конструкция, она даже неровная, как вы видите, да? По-моему, в своем видео про камеи я также рассказывала про вот эту брошку, вот, о том, что она очень интересно сымитирована, потому что она как бы повторяет неровную форму раковины, которая обрамлена вот этой рамочкой. Такая интересная работа. Маркировок здесь я не вижу, но сохранность у нее прекрасная. У нас в этом лоте также есть необычный для моего канала аксессуар. Это флакон для духов в таком красивом металлическом футляре золотого тона. Внутри он стеклянный и сохранился, хочу вам сказать, великолепно. Сложно сказать, к какому периоду он относится, но, скорее всего, где-то с 60-х по 80-е годы. Еще у нас есть просто потрясающей красоты бусы. Они достаточно тяжелые и полностью выполнены из натурального камня. Посмотрите на эту красоту. Очень, кстати, красиво подобрана симметрия. Видите, практически все камушки хорошо подобраны друг к другу по размеру, по цветовой гамме. Но при этом каждый из них абсолютно уникальный. Для меня мир натуральных камней — это вообще отдельная какая-то вселенная. Я очень люблю изделия из натуральных камней, но, к сожалению, моя база знаний пока что не позволяет с точностью определять, где какой вид камня. Поэтому я не буду вас вводить в заблуждение. Можете написать в комментариях все, кто разбирается в натуральных камнях, что тут за экземпляры у нас представлены. А я просто в каком-то изумлении и восторге готова их рассматривать часами, потому что каждый из них имеет какие-то внутренние переливы, текстуру, фактуру, неоднородность внутри, туманности внутри, прожилочки. Каждый со своим уникальным узором и рисунком. Представляете, сколько времени, сколько лет природе потребовалось для создания вот этой невероятной красоты. Какие-то отдельные камушки похожи на планеты. Ну, просто что-то невероятное. Я с удовольствием буду носить это колье. И в последнее время я очень люблю украшения с натуральными камнями. По замочку мы можем сказать, что оно также относится где-то к 60-м годам. Здесь достаточно старый, но добротный механизм застежки бочоночек. Давайте поместим их немножечко поближе. И смотрим дальше. Дальше у нас брошь. Ну-ка, давайте, мои знатоки, кто уже смотрит канал достаточно давно, вы можете сразу определить возраст этой броши. Я думаю, вам не нужно будет для этого много времени. Я вот ее сейчас так чуть-чуть покручу, поверчу. И вы мне сразу за пару секунд скажете, что Натали, а мы-то уже знаем, что эта брошь абсолютно современная. Я не могу сказать, что эта брошь как-то неаккуратно сделана.
Это, скорее всего, нулевые, середина нулевых, вот такой период. Красивое сочетание кристаллов, но вот эти кристаллики, которые как раз-таки создают общую композицию броши, да, и занимают они такое центральное весомое место. Если бы они были выполнены из стекла и сияли, как вот эти кристаллики по соседству, то, конечно, украшение выглядело более бы гармоничным, более законченным и имело бы, наверное, более статусный вид. Здесь есть 3 оттенка красного, такой насыщенный красный, классический красный и такой оранжевато-красный. Но хвостики украшений, да, вот это завершение бантика почему-то выполнено с одним оттенком кристалла. Я думаю, вот так вам точно хорошо видно. И опять-таки вот эта несостыковка по гармонии выдает немножко происхождение этой броши, потому что винтажные броши, особенно с обилием таких кристаллов, всегда очень детально проработаны по своему дизайну и редко имеют такие погрешности. Центральный кристаллик с покрытием Aurora Borealis, как по мне, тут вообще немножечко лишний. Ну, вот так она смотрится на белоснежной одежде. Мы не будем много времени уделять этому украшению, потому что у нас впереди есть еще множество красивых экземпляров. Например, следующая брошь, которая также красного оттенка, брошь-бантик. И вот эта брошь уже винтажная, и нам также об этом прекрасно может рассказать качество ее изготовления и материалы, из которых она изготовлена, да? Хотя, казалось бы, 2 броши. Качество этих брошей абсолютно разное. Что тут есть такая бугристость на металле, что тут, по сути, есть что-то подобное на брошировку. Но вот эта брошь уже, скорее всего, относится к 90-м годам и выполнена намного качественнее, чем вот эта брошь. Посмотрите, как аккуратно, например, здесь сделаны все элементы. К сожалению, здесь нет замочка, куда цепляется игла. Обратная сторона броши, лицевая сторона броши. Ее вес для ее размера достаточно тяжелый. Это также нам говорит в пользу подтверждения того, что эта брошь уже относится к винтажным украшениям. Похожие броши были в коллекции у Joan Rivers. На этой броши маркировки нет. Есть очень красивая инкрустация стеклянными кристалликами. Бантик имеет такую мятую форму. Он имеет свои изгибы. Он повторяет как будто бы форму ткани. Очень красивая вот эта прозрачная эмаль. И за счет того, что внутренняя часть металла вот имеет такую же фактуру, эта эмаль переливается и создает такой эффект перелива шелка или какой-то такой красивой ткани. Давайте продемонстрирую ее также на белой одежде. Дальше у нас кольцо. Опять-таки, сегодня у нас прям обилие тематик камей. Кольцо это вы уже видели, оно мне очень сильно понравилось. Конечно, когда я выкладывала эти украшения на подложку, кольцо я достала самым первым, почистила его и сказала, все, с этого момента я его буду носить. Очень красивое кольцо. Что интересно, по своему дизайну кольцо схоже на бренд Флоренцо. И очень схожая вот эта вот обратная сторона изделия также на бренд Флоренцо, но здесь никаких маркировок нет, никаких опознавательных знаков нет, поэтому очень сложно его отнести к какому-то бренду. Здесь отсутствует одна жемчужинка, к сожалению. Давайте посмотрим следующее украшение. Это целый сет. Ой, запутался с еще одной сережкой. Это украшение сет из сережек, клипс и броши. Достаточно интересный пример, потому что, несмотря на то, что изготовлено оно примерно в 60-е годы прошлого века, оно имеет достаточно сильную стилистическую отсылку к 19 веку и украшениям той эпохи. Давайте сперва посмотрим на то, как выполнены серьги. Посмотрите, как выполнены вот эти элементы. Мы видим также тиснение некое, красивая такая фактура, достаточно выпуклое резное украшение. Наше внимание сейчас должно полностью занять вот это украшение. Оно относится к 1870 годам примерно. И стилистически это является отсылкой как раз-таки к
популярности в 60-е годы вот такого дизайна украшений. Еще одна книга, которую я бы вам хотела показать, как раз-таки демонстрирует нам отсылку к предыдущему столетию, середины 19 века, скажем так. И такой дизайн очень часто использовали производители украшений, в том числе и в моем примере. Как вы видите, здесь также есть вот эти маленькие бусинки, как и тут. И это была некая имитация марказитов и украшений того периода с марказитами. Этот сет, конечно же, является красивым наглядным примером того, как ювелирное искусство получает второе дыхание. Вы теперь понимаете, откуда черпали вдохновение их дизайнеры и производители. Все эти украшения стали опять очень популярны, так же как и камеи к середине 20 века, когда производители стремились создавать вещи, имитирующие антикварные украшения. Вот, собственно, такой красивый пример у нас сегодня с вами и присутствует на распаковке. И дальше у нас будет еще одна брошь, достаточно красивая. Такая, опять-таки, выпуклая конструкция. Мы видим целых 3 яруса, скрепленных между собой на общее такое основание. Красивые кристаллы из стекла. Также здесь есть металлические лепесточки. И в целом конструкция за счет своего такого единого цветового сочетания очень красиво переливается на свету и выглядит очень невесомой, какой-то прям такой воздушный и нежный. Давайте перевернем. И мы с вами здесь видим клеймо бренда Cora. Эта брошь где-то уже встречалась мне в книгах. Это также 60-е годы. Об этом нам говорит и конструкция. Даже несмотря на то, что здесь нет знака копирайта, как я вам ранее сказала, на некоторых украшениях Cora не всегда маркировались они со знаком копирайта. Например, возможно, если есть где-то клипсы или колье, встречала колье в продаже, я вам вставлю его на монтаже, как оно выглядит, а брошь могла вполне маркироваться и так. Она выглядит очень акцентно и ярко. Дальше я вижу клипсы в стилистике начала 20 века. Красивая круглая конструкция, очень красиво они сияют, сохранились в прекрасном состоянии. Обратная сторона также имеет хорошую сохранность. Похоже на родиевое покрытие, потому что именно родиевое покрытие сберегается до наших дней практически без каких-либо сколов, потемнений. Очень аккуратная работа, аккуратная такая паечка. Маркировки здесь нет. В целом достойные, яркие серьги. Еще одна брошь с кристалликами в огранке маркиз и кругленькими шатонами. Брошь на вид средней аккуратности, возможно, около современная. Сказать о ней больше нечего, потому что никаких опознавательных знаков нет. Еще одни серьги у нас тут. Интересная, кстати, работа. Опять-таки отсылает нас по своей стилистике к люстровой эмали. Такие подвижные здесь какие-то сердечки по центру. Это серьги на винтах. Маркировки у них нет. Годов, наверное, 50-х. Так. Опять брошь. Опять что-то схожее такое по стилистике на коловрат. Очень крупные кристаллы. Они прям красиво так сияют. Вот этот центральный кристаллик, скорее всего, подвергался замене. Вот эта чаша для кристалла, она такая слишком большая для него. Брошь, скорее всего, годов 60-х. Опять-таки по конструкции застежки мы можем об этом судить. Ну, сохранность у нее средняя. Есть потемнение, есть сколы покрытия. Ну, такая вот звезда, может даже морская, абстрактная какая-то звезда на таком, как будто бы прям сгустке растекшегося металла. Интересно. Так, а мы с вами двигаемся дальше. В этом лоте очень много брошей, брошь серебряного тона в такой абстрактной форме. Посмотрим, есть ли тут какие-то маркировки.
Маркировок я не вижу. Скорее всего, судя по ее весу, она достаточно такая увесистая. И аккуратности ее изготовления, я предположу, что это где-то годы 80-е, 90-е. Красивая, аккуратная, абстрактная брошь. Похоже на какое-то языки пламени. Дальше у нас интересное украшение. Интересное оно тем, что это подвеска, и она же увеличительное стекло. Такие подвески были очень популярны в 60-е, 70-е годы. Необычное украшение, оно опять-таки имеет свои стилистические отсылки к предыдущим векам. И здесь есть у нас маркировка о том, что это украшение произведено брендом Avon. Необычный аксессуар, скажу вам так, да, на сегодняшний день нестандартное украшение. Редко можно встретить кого-то, ходящего с лупой на шее, но когда-то эти украшения были очень популярны. И, возможно, конечно же, несли с собой не только эстетическую какую-то функцию, но и, возможно, полезную. Можно, кстати, вот такой кулон брать себе, ходить на блошиные рынки, да, и вот так вот использовать его как увеличительное стекло. Интересный аксессуар. Рада встретить такое необычное украшение в своей распаковке. Так, у нас тут с вами на очереди клипсы. Эти клипсы я вам также показывала в выпуске с камеями. Это не просто камея, это инталия, когда у нас изображение идет как бы внутри изделия, не наружу, то есть оно не выпуклое, а наоборот, ну скажем так, впуклое, да. Здесь такой какой-то греческий мотив, но это украшение относится также где-то к 60-м годам. Красивое стекло, имеет такую фасетную огранку по краям, что придает этим клипсам некое сияние. И у него достаточно красивая прижимная лапка в виде бантиков. Я не часто встречаю украшения с такими прижимными лапками. На моей практике больше попадалось таких красивых прижимных лапок именно среди европейских украшений. Дальше у нас есть еще один необычный аксессуар. Это парные клипы. По их застежке мы можем сказать, что это клипы на обувь. Есть два таких мощных и острых зубчика, хороший прижим. И это очень популярное украшение начала 20 века, когда женщины где-то в годах 30-х, 40-х очень часто таким образом могли разнообразить свой повседневный гардероб. И они дожили до наших дней только вот с того периода, когда пользовались особой популярностью среди женщин. Красивые клипы, сохранность очень хорошая. Еще я вижу клипсы, очень лаконичные и минималистичные. Это, конечно же, дань высокому ювелирному искусству среди бриллиантовых украшений. Милые серьги годов 60-х, 70-х, возможно. Они не выходят из моды абсолютно никогда. Много украшений у нас осталось, поэтому предлагаю смотреть их немного быстрее. И как раз таки у нас на обзор попадают очень красивые серьги-клипсы на винтах. Красивые они именно тем, что несут с собой художественную ценность ушедшей эпохи, середины 20 века. Какое красивое сочетание брошированного металла, эмали, кристаллов с Аврора Бореалис, цветных кристаллов. Такие очень милые, нежные, воздушные серьги, листики на цветочную и флоральную тематику. Это были любимые мотивы бренда Lissner, что мы с вами видим по маркировке. И также мы видим, что, к сожалению, некоторые части металла потеряли свое покрытие. Я не знаю, чем это обусловлено, но многие украшения Lissner доживают до наших дней с большими потерями именно по качеству своего металла. Видимо, их покрывали достаточно тонким слоем на момент изготовления, не предполагая, что эти украшения должны храниться у нас столетиями в шкатулках. Хотя визуально, вот с внешней стороны, да, клипсы выглядят восхитительно, просто без единого какого-либо нюанса. Эмаль на месте, это горячая эмаль. Покрытие кристаллов Аврора Бореалис также
тоже в прекрасном состоянии. Вот пострадало только покрытие самого металла. Смотрим. Давайте посмотрим на эту огромную и очень акцентную брошь. Такое буйство и разнообразие фактур, формы и оттенков. Достаточно смелое сочетание, но тем не менее оно выглядит вполне себе гармонично и заставляет это изделие разглядывать. У нас здесь есть кабошоны, возможно, это пластик, потому что они на ощупь достаточно теплые. Далее у нас есть центральный такой элемент, смещенный немножко в треть, да, в 1/3 украшения. Это такой яркий, красивый кристалл из стекла в огранке Эмеральд. Далее у нас есть круглые кристаллики с покрытием Аврора Бореалис и сам оттенок броши золотого тона. Как мы будем с вами определять возраст этой броши? Визуально мы можем оценить ее дизайн. Далее мы с вами видим наличие стекла, пластика и кристалликов с покрытием Аврора Бореалис. Аврора Бореалис нам говорит о том, что украшение выпущено после середины 50-х годов. Смотрим на обратную сторону. У нас есть достаточно аккуратная сборка. Кстати, у нас есть V-образное крепление замочка броши, иглы. Это также нам говорит о возрасте, что это изделие было, скорее всего, выполнено где-то в 60-е, 70-е годы. Как раз таки металл золотого тона нам тоже об этом говорит, потому что украшения, которые выпускались ранее, в основном имели серебряный тон. Например, броши, выпущенные в 40-х, 30-х годах, в основном имели серебряный тон изделия. Ну, за исключением позолоченного серебра, так называемого вермель. Конечно же, она будет невероятно ярким аксессуаром на любой одежде. Хоть на белой, хоть на черной. Тем более, это будет прям такое пятнище акцентное, я бы так сказала. В общем, красивая брошь, мне нравится. Она в очень хорошей сохранности. И, безусловно, конечно, прекрасная находка в лоте. Следующее украшение. И давайте посмотрим на эти серьги. Я обожаю такие украшения, потому что это опять-таки дань высокому ювелирному искусству. По сложной огранке кристаллов и их блеску мы можем сразу сказать, что это стекло, и оно достаточно уже старенькое. В некоторых местах слегка пожелтела амальгама под кристалликом. Это также говорит об их возрасте. Очень красивая каплеподобная огранка кристалла, сложная работа, серебряный тон металла. Смотрим на все нюансы и детали. И эти серьги у нас от бренда Trifari. Англоязычные коллекционеры обычно произносят бренд Trifari. Посмотрите, какие очаровательные серьги. Они сохранились просто в изумительном состоянии. И, конечно, по их дизайну, по качеству их сборки можно смело сказать, что это 50-е годы, что это работа Альфред Филиппе. Мы видим с вами здесь маркировку, которая нам говорит как раз-таки о том, что это 50-е годы, здесь нету знака копирайта, здесь крупная корона над буквой Т. Если вы путаетесь в маркировках бренда Trifari, обязательно переходите в мой телеграм-канал. Буквально недавно я обновила там таблицу с маркировками бренда. Хочется найти где-то их коллекцию, возможно, какие-то архивные рекламные плакаты и немножечко узнать про их историю больше. На сегодняшний день Trifari просто летят какими-то космическими темпами в своей цене вверх и приобрели, так скажем, обновленную популярность среди новых и не только коллекционеров. А мы с вами будем смотреть наш лот дальше. У нас еще осталось несколько красивых украшений. И в конце, конечно же, я покажу то самое. У нас сейчас с вами на обзоре брошь двухцветная, серебряного и золотого тона. Красивый такой акцентный крест. Посмотрите, как ярко он смотрится. Мне кажется, такие украшения классно одевать под воротник рубашки. Интересный визуальный акцент, что хочется вот рассматривать, что же на вас такое одето. Обратная сторона броши нам говорит о том, что здесь есть очень своеобразная маркировка, которая подсказывает о происхождении изделия. И такая маркировка свойственна, конечно же, бренду Anne Klein. Красивая, аккуратная сборка, такая качественная, добротная. И брошь достаточно увесистая для своего размера. Еще у нас здесь есть еще одни красивые серьги. Сегодня невероятно
много красивых, элегантных, классических украшений. Мы видим с вами, что некоторые кристаллы, так называемые dead stones, умершие кристаллы, это те кристаллики, которые в процессе своей жизни и времени теряют серебряный слой амальгамы за кристаллом, она темнеет, кристалл потухает. Очень важный нюанс, что большинство таких изделий не реставрируют, особенно если они относятся к какому-то бренду. Их оставляют в таком виде, потому что это является частью жизненного следа изделия. Наглядное доказательство того, что изделие обладает своим возрастом, оно прожило свою определенную жизнь, и в этом как раз-таки огромная ценность. Но те, кто не хочет мириться с такими потухшими кристаллами, иногда их, конечно же, меняют. Я бы этого делать не стала, потому что это все потом сильно скажется на итоговой оценке и коллекционной ценности самого украшения. Маркировки никакой дополнительной у них нет. Но работа достаточно красивая, потому что здесь сочетаются кристаллы разной огранки, и они достаточно гармонично постарели, я бы так сказала, потому что практически симметрично обе сережки потеряли блеск кристаллов внизу. Ну, такова их жизнь, с этим ничего не поделаешь, это нужно только принять как должное. Дальше у нас будет брошь. К сожалению, мне где-то надо будет искать этот потерянный кристаллик один, который потерялся в коробке. Интересная брошь. Центральный кристалл точно из стекла. Ну и эти шатончики, конечно же, тоже из стекла. И эта брошь у нас от бренда Monet. Скорее всего, относится к 80-м, 90-м годам. Красивые украшения. И сейчас мы с вами в книге посмотрим, откуда же пришла мода на такие украшения. Она чем-то отсылается к эпохе ар-деко. Мы видим это абсолютно по каждому ее элементу. И я хочу показать вам реальные броши эпохи ар-деко, какими они были. Вы можете проследить здесь одну схожую деталь. В эпоху ар-деко было очень популярно делать украшения с такими огромными кристаллами из стекла. Это сложная работа, она требует огромного мастерства. Еще один пример броши. Центральный элемент также имеет крупный кристалл. И брошь Monet, которая сегодня присутствует у нас на обзоре, вдохновлена всеми этими шедевральными украшениями. У нас остаются одни из самых интересных украшений. И прежде чем мы к ним перейдем, посмотрим еще на эту брошь. Мы здесь видим кристаллики. Все в такой единой массе переливается и блестит. Птица, схожая на фламинго, скорее всего. Черненый металл, схожий на черненое серебро. Сбереглась тоже вообще прекрасно. Двигаемся дальше. Очень крупная и акцентная брошь. Посмотрите, как она сияет. Сложный такой достаточно цветок в нестандартном цвете. Зеленый, желтый, лавандовый и аметистовый цвет. Многоуровневая конструкция. Ну, переливается, блестит и сияет, конечно, она очень красиво. Притом эти элементы покрыты каким-то лаком, схожим на прозрачную эмаль. Давайте посмотрим ее изнаночную сторону. Мы видим как раз-таки ее композицию выпуклую, как элементы скреплены между собой. Обратная сторона металла мне все-таки говорит о том, что эта брошь около современная. Покажу, как эта брошь может выглядеть на одежде. Далее у нас еще одна брошь. Маленькая, красивая. Смотрите, какая нежная. Кабошончики с имитацией лунного камня. Один кабошончик потерян. Ажурная такая вариация, я бы сказала, на тематику мальтийского креста. Брошь фирмы Avon. Скорее всего, она относится где-то к 70-м, 80-м годам. Дальше я вам покажу достаточно известное украшение, очень знаковое. Многие сейчас, конечно же, поймут, о каком бренде идет речь. Это одна из легендарных коллекций бренда Monet. По-моему, если я не ошибаюсь, 60-х годов. Эта брошь есть в книге Monet. Предлагаю посмотреть ее там. Дизайн этой броши и ей подобных пришел с 60-х годов и выпускался вплоть примерно до середины 70-х. Вы можете посмотреть на рекламный плакат. Он относится к 62-му году. А здесь присутствуют разные броши из этой тематики. И давайте посмотрим еще. Так.
мы с вами видим брошь из похожей коллекции. Она немножко отличается своим дизайном, потому что у нее вот здесь есть два таких усика. Та же коллекция, она производилась и была популярна достаточно продолжительный период. Еще несколько украшений из этой серии. Посмотрите, как они красиво сделаны. Это такая тонкая работа на самом деле. И вот как раз таки моя брошь. Это вариант 70-х годов. Это точно такая же брошь. Она имеет абсолютно идентичный дизайн со своим рекламным плакатом. Такие же усики, глазки и все элементы дизайна. Она также очень красиво смотрится на одежде, даже несмотря на то, что у нее есть незначительные потери по эмали, она все равно выглядит и сохранилась великолепно. А у нас осталось два украшения. Эту брошь мне также придется восстановить, потому что в коробке потерялись два вот этих кристаллика. Здесь много подвесок, они все достаточно красивые. И это брошь от фирмы Флоренза. И как я вам ранее сказала, давайте посмотрим на обратную сторону, как сделана вот эта брошировка, как сделаны элементы дизайна этой броши, и сравним их как раз таки вот с этим колечком. Я думаю, сложно оспорить тот факт, что изнаночная сторона кольца очень схожа по вот своей фактуре и тому, как сделано украшение, да, с брендом Флоренза. В общем, предвкушаю, будете мне говорить, что я вас раздразнила и ничего не показала, поэтому показываю очень похожую брошь в книге. Максимально схожие коллекции. Мне кажется, это одна коллекция. У нее есть примерно такие же элементы дизайна. Очень схожая фактура кристалликов, да, и в центре, и по бокам. Броши Флоренза достаточно ценны среди коллекционеров, поэтому это, конечно, именно то украшение, которое важно и нужно восстановить и хранить в хорошем состоянии и сохранности. Мы переходим к финальному украшению, которое просто покорило меня своей красотой. Больше даже, чем я его увидела на фотографии. В жизни оно выглядит невероятно красиво. Посмотрите на эту восхитительнейшую брошь. Очень красивая, многоярусная, многоуровневая конструкция. Великолепнейшее сочетание кристаллов такого черного цвета, темно-фиолетового, такого насыщенно-аметистового оттенка и ярко-зеленого. У нее есть подвижные кисточки с красиво проработанными деталями, каждая из которых имеет на окончании свой кристаллик. Это восхитительно красивое украшение, которое в жизни, конечно, посмотрите, как оно сияет, и в жизни оно выглядит намного красивее, чем даже сейчас у вас отображается на камере. И к нему есть в комплект серьги клипсы, то есть это полноценный сет Demi Paru. Заметила, что очень многие ссылаются на бренд Alice Cavenes, что, мол, это ее не маркированное украшение. И действительно, это украшение очень ярко отображает стилистику бренда, и как раз таки вот это сочетание кристаллов зеленых, аметистовых и черных, наличие таких красивых цепочек, детально проработанных, это была фишка ее бренда. У нее были достаточно сложные и красивые дизайны украшений. Я не отбрасываю такой вариант, что это может быть не подписанная работа Alice Cavenes. Она очень красиво и качественно сделана. Посмотрите на то, как проработаны внутренние элементы, какая здесь аккуратная и красивая пайка. Даже несмотря на то, что есть небольшие такие потемнения металла. Обратная сторона также очень красиво проработана. Чашечки, в которые посажены кристаллы. Очень красивая, аккуратная пайка. Похожего плана украшения я нашла в одной из своих книг. Это украшение представлено сразу на 2 страницах. Можете рассмотреть внимательно сочетание кристаллов, да, их огранки, цвета, формы цепочек, формы вот этих листиков, обрамляющих подвижные кристаллы. И также это украшение есть еще вообще на отдельной странице. И вот в сравнении вы можете посмотреть на мою брошь. Она имеет такое же сходство с украшением из книги, да, по всем своим элементам. Даже вот этим кольцам
на которых вот эти вот, видите, колечки, на которых крепятся подвижные кристаллики внизу. Здесь абсолютно такие же кольца. Эти украшения очень ценятся на вторичном рынке, даже без наличия подписи и маркировки. Я не могу перестать ей любоваться, потому что создана она невероятно красиво. Это такой продуманный, высокохудожественный дизайн с сочетанием разных элементов. И в завершении, конечно, хочу вам показать, как эта брошь красиво смотрится в сочетании с одеждой. Вот такой большой красивый лот у нас сегодня побывал на дораспаковке во второй части видео. Напишите свое мнение и комментарии по поводу украшений, какие вам понравились, какие нет, и вообще купили ли бы вы сами такой лот. Лично я, конечно же, очень довольна этой покупкой. Здесь было множество роскошных украшений, которые определенно заслуживают внимания. Они достаточно ценные для коллекционеров и просто любителей винтажа. Каждая из них является вниманием и работой большой команды дизайнеров, брендов и всех, кто принимал участие в создании и разработке этих украшений. Поэтому, конечно, я этому лоту просто ставлю 1 из 10. А мы с вами не прощаемся и встретимся скоро вновь на новых видео, возможно, распаковках. Поэтому до скорых встреч и по традиции пока-пока!